Я вас приветствую на канале. В этом небольшом ролике вы узнаете, как поменять шлейф своими руками. Итак, рассмотрим это дело на примере моего SAR-тестера. Прикольная была штуковина, но вот беда, лопнуло стекло экрана. На самом деле, не важно, где перепаивать шлейф. Главное, настрой, решительность, не бздеть. Погнали наши сельских. Начнем. Прежде всего нам надо как-то отсоединить. Будем все это отсоединять таким способом варварским, на излом. Значит, интересно, как вот это держится. Вот так, наверное. Так, там липучка какая-то. Нужна эта липучка на экране. Или это, наверное, двухсторонний какой-то скотч. Скорее всего, я так полагаю. Так. 40 девок, 40 срак. Давай-ка. Опа. Отошел экран. Черти, почему у них такие вот экраны, я не пойму. Хрупкие. Из чего они делают? Стекло или это что такое? За керамика какая-то прозрачная. Надо как-нибудь в ютубе набрать, или вы напишите, из чего делают. Стекло это или что-то такое. Почему такое хрупкое? Все ненадежное. Так, здесь еще видим крепление. Вот это, наверное, крепление. Тоже попробуем, значит, отпаять. Так, здесь пригодится мне оловоотсос. Звучит смешно. Так, вот два оловоотсоса, значит, один такой совдеповский еще, мощный. Попробуем маломощным китайским воспользоваться. У того пружина вообще аж отдача бьет. Что, пробуем тогда в домашних условиях все это дело оформить. Слепой китайский монах сделал эту вещь. А мы что, не сможем? А это чем убирать? Давайте включим помощнее паяльник. Вон слышно домофон. Кстати, на днях, наверное, сделаю видео. Мне вот этот звук домофона уже достал. Там целая история с этим визитом получилась. Расскажу. И сделаем лайфхак по визиту. Получится, получилось. Так, и вот он шлейф. Так, мы сейчас используем какой экран, который у нас не рабочий, который не жалко. Давайте нанесем РМА. Кстати, недорогой, и сразу можно заказать в количестве 6 штук. Это вам хватит на всю жизнь. Это говорю для тех, кто не знает. Отпаялся. Вот так он выглядит на просвет. Почему-то я предполагал, что шлейф будет по-другому выглядеть. Видите, это уже маленько ситуацию меняет. Давайте посмотрим. Значит, вот так оно было все припаяно. Внимательно, чтобы потом также припаять. Изучить конкретно. Значит, здесь у нас получается 1, 2, 3. Здесь одна. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 контактов. Так, когда буду уже отпаивать следующий, я там лучше разгляжу, чтобы не промахнуться с дорожками, припаять.
и даже сфотографирую. Мало ли чего пойдет не так. Так, приступаю к демонтажу, значит, рабочего экрана. Так, и тоже бы не отколоть ничего. Получилось. Так, убираем в сторону. Так, это значит у нас рабочий экран. Вот. Надо шлейф вообще аккуратненько. Сейчас я сначала стоп сфотографирую. Так, вот такая вот маркировочка шлейфа. Вот так распиновка идет. Так, зачищаем хорошенько. Жало паяльника. Так, пробуем, значит, сначала контактные группы поправить. Так, берем целый экран. Вот у нас целый экран. И теперь надо совместить все как было. Так, вот так расправляю. Вручную прислоняемся. Так, ну вот, видим, совместил дорожки, пробуем. Еще раз пшикнем РМА тонким слоем. И это был рассказ о том, как ничего не получилось. Так, сейчас излишки уберем. Так, и посмотрим, как у нас припаялось. Ну вот я вижу, что вроде хорошо спаялось. Мне кажется, качественно получилось. О, какой я сексуальный. Все-таки я это сделал. Если вы согласны, поделитесь с вашей девчонкой ВКонтакте. Так, мне кажется, дорожки все припаялись. Более-менее качественно. Ну, давайте пробуем собирать в обратном. Так, ну потом здесь перепаяю получше. Вроде наживулили. Так, пробуем. Так, давайте подключим, проверим сразу. Так, конденсатор стоит. Давайте его проверим. Ну и на этом все. Спасибо за просмотры. Я вынужден с вами попрощаться. Не пропускайте новые видео, жмите на колокольчик. Ну и нажимайте лайки, пишите комментарии. Всегда отвечаю на них. Всем пока.